Друзья, всем привет! И вот наконец-то настал финал волейбольной лиги наций, где за золото турнира сразятся сборная Бразилии и сборная Польши. Нужно ли тут еще что-то говорить? Думаю, что нет. Так что не будем больше тянуть, поехали! Как и в полуфинале против сборной Словении, к Вильфредо Леону сегодня снова приковано особое внимание у блокирующих и защитников. И бразильцы сегодня, видимо, настроены очень серьезно. Какой сложнейший эпизод для себя выгрызают желтые. А вот и впервые удалось в этом матче зацепиться полякам за мяч в защите. И сразу же они свой шанс реализуют. А если кто не знал, то тут ФИВБ придумала форму, поддерживающую гендерное равенство. И вот пара участников этой акции сразу же дважды успели пересечься на сетке. Но Леон и сегодня пока не очень-то эффективен в атаке, и Бразилия возвращается в борьбу. Отсутствие линейных судей уже неоднократно вызывало споры в этом финале 4. И вот очередной такой эпизод. Ну и польские нападающие пока показывают очевидную разницу между ними и французами. Сегодня сборная Бразилии себя уже не так комфортно чувствует. Но по итогу этого сложнейшего розыгрыша Волос своей атакой вновь сравнивает счет. Отличнейший волейбол, вот это уже достойно финала. Главное, чтобы дальше не стало хуже. И несмотря на все проблемы в атаке, с подачей у Леона все в полном порядке. И преимущество добытого этой самой подачи с легко и хватило. Курок реализовал все свои 6 атак в этой партии, включая этот контрольный мяч 25-22. Ну вот, это уже похоже на дело. Мощный эмоциональный атакующий волейбол, естественно не без крутой защиты. Пока все решила подача Леона, а все проблемы доигровщика в атаке нивелировал Бартош Курок. Поляки продолжают давить соперника и сразу же забирают себе брейковое очко. Но бразильцы отвечают на это шикарным блоком на Куроке. И после этого эпизода Джизг решил полностью переключиться на Леона. Но это только усугубило ситуацию для сборной Польши. Но и Леал не идеален. Беннек останавливает доигровщика, и поляки сравнивают счет. И как только с краями возникли трудности, Бруно начал сразу же подгружать своих центров. А этот эпизод отнял очень много времени на споры, которые ни к чему, собственно, и не привели. Ну разве только к отвратительным действиям в приеме от поляков, которые решили такую подачу не принимать. В этой партии уже, конечно, вряд ли это поможет, но Курок вновь начинает набирать уверенность в нападении. Но рано я так подумал. Счет диагональный все-таки умудрился сравнять. Но Лукарелли своей подачей возвращает все обратно на свои места. Хотя интрига все еще жива. Бруно что-то начал обделять высотой своих атлетичных нападающих, и Блок их за это не прощает. Но Леон в этой партии обошелся без эйсов. 25-23, счет в матче равный. Теперь все уже развернулось в обратную сторону. И на одной подаче теперь концовка уже ушла к сборной Бразилии. Но стоит отметить, что у поляков по большому счету шансов на победу было чуть меньше, чем у сборной Бразилии. Ну и все больше возникает вопросов к нахождению на площадке Леона. Если в первой партии он принес результат своей подачей, то во второй и оттуда эффективных действий от доигровщика Польша не дождалась. Но Хеннин Вильфредо пока уверен. Посмотрим, не зря ли все эти авансы ему выдаются. Но, к счастью для нас, высокий уровень игры пока еще никуда не делся. О чем свидетельствует сразу же мощнейший розыгрыш на старте третьего сета. А в этом розыгрыше Леону чудом удалось спасти мяч после собственной атаки. Но Лукарелли завершить начатое своей атакой не удалось. И как старый добрый, команду тащить взялся Волос. И это очко от диагонального потихоньку создает отрыв для сборной Бразилии в этой партии. Вот уже и Хеннин потерял веру в Леона. Его место на площадке занимает Камиль Семенюк.
Но красоту тут пока наводят диагональные. Курок с Волосом раскрутили свои колотушки на максимум. На подаче Бенака у поляков начала появляться надежда в этой партии, но центрального хватило лишь на один брейк. Но нет, тут уже точно не спастись. Камиль Семенюк, к сожалению, себя не зарекомендовал с лучшей стороны, так что в четвертой партии мы уже вряд ли его увидим. И чтобы точно в этом убедить тренерский штаб, доигровщики на контрольном отправляют мяч в аут 25-17. По традиции все основные выводы оставим на конец, ибо тут особых пояснений и не нужно. Бразильцы просто смяли оппонента. Если не брать в расчет подачу Бенака, то он уже не так убедительно смотрится в споре за место основного центра Польши. Лишь убедительность Курока пока не вызывает никаких вопросов. Но, к сожалению, для поляков даже диагональный не всесилен. А вот по итогам этого интересного розыгрыша сборная Польши все-таки сравнивает счет в сете. Но равенство это продержалось недолго. После этого одиночного блока Волоса на Лионе отрыв снова вернулся на отметку в 3 очка. Но Алиал входит на свои полуфинальные обороты. Ну и как правило, если планируешь побеждать в финале, то без удачи тут не обойтись. И вот эта самая удача чемпионов сегодня сопутствует Волосу. И после этого блока скамейка сборной Бразилии взрывается. Ну и этот эпизод как-то сильно надломил поляков. Из чего по итогу последовала безвольная концовка от подопечных Хейнина. 25-14, 3-1, сборная Бразилии новый чемпион Лиги Наций. Поздравляю! Ну что ж, к сожалению, третья и четвертая партия ничего интересного нам не подарили, но первые две были просто на загляденье. Быстрый, мощный и техничный волейбол. Все, что я люблю. Как я говорил еще в разборе полуфинала, полякам нужно было прибавлять, если они хотели бы рассчитывать на успех в финале. Но прибавить у них не получилось. Леон показал еще более удручающую эффективность в атаке, реализовав всего 5 атак из 24. Ну и чтобы вы понимали, даже Бенак набрал очков больше, чем великий и ужасный Вильфредо Леон. А вот Курок в атаке был куда эффективнее, но часть своих успехов в нападении он нивелировал своей подачей, которая совсем отказывалась лететь. А без нее в современном мужском волейболе, ой, как трудно выбивать брейки для своей команды. Для сборной Бразилии все выглядело куда радужней. И пусть Бруно сегодня был не так надежен, как в полуфинале, но даже этого с лихвой хватило для победы. После сомнительного сезона в Трентино я уже подзабыл, как хорош может быть Лукарелли. Пока Лео искал свою игру, его партнер по доигровке и в приеме почищал, и в атаке с тяжелыми мячами справлялся. Ну и сколько важных мячей он своей подачей в концовках приносил. Просто красавец. Но когда уже Лео к нему подключился, то тут уже начался просто разнос. Ну и нельзя не сказать про Волоса, что он, что Макс Михайлов уже с десяток лет держат какой-то просто феноменальный уровень. И порой начинает казаться, что они будут так играть вечно. Ну и в полуфинале, отпраздновавший 34-летие диагональный, в паре с Куроком был признан MVP финала 4. А вот, собственно, и все участники символической сборной. Диагональные Волос и Бартош Курок, связующие Фабиан Жизга, доигровщики Ян Делял и Михал Кубек, блокирующие Маурисио Соуза и Матеуш Бенак, ну и либеро Талес. Ну а вот, собственно, и протокол также перед вами. Ну что ж, надеюсь, данное видео вам понравилось и вы оцените его лайком. Также не забывайте поделиться вашим мнением касательно данного матча внизу в комментариях. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся. Пока. Наберите 1500 лайков, и тогда вынужден буду сделать обзор финала 4. Ой, как же все это достало. Работал бы себе на заводе спокойно, зарабатывал нормальные деньги. Нет, давай буду делать волейбольный обзор. Лайк поставил быстро, ну. Пока.